его постоянно что-то нагнетает, то, что он постоянно что-то слышит и не может находиться в этой квартире. Именно поэтому, друзья, мы сегодня здесь, но, честно сказать, когда он нам об этом написал, мы сразу же начали с Тёмычем сомневаться. Здесь также отображается максимальное значение. Слушай, это очень странно. Макс сейчас звонит. Что случилось? Не знаю. Блин, да езжай. Чё тут произойдет? Блин, 2 часа, по сути. Программа поставилась. Думаю, что надо сейчас начать запись. Начать запись. Получилось обработать намного быстрее, чем я думал. Небольшой кусочек записал в качестве пробного, пока я тут один. И я предлагаю вам послушать его вместе со мной. Слышите? Погодите, звуки такие же, как в записи у Сани, по-моему. Сейчас еще раз. То есть вот обычный шум, там я слышал немножко посторонние звуки, но возможно это я что-то издавал. Но вот это вот такой высокий звук, он очень похож на то, что было в аудиозаписи у Санька, у владельца этой квартиры. Послушаем дальше. Вы слышали? Вы же тоже это слышали? Это прям явно что-то не то. Это явно не мои звуки. Придется повторить эту штуку уже вместе с Димоном более подробно. А сейчас я даже не знаю, что делать. Я точно не буду вырубать свет. Но и просто так время терять мне тоже неохота. Короче, ребят, наверное, план такой. Я сейчас попробую лечь в ту комнату, где Санек спал. То есть он нам тогда рассказывал, что самая жесть происходит именно в момент, когда он спал, и ему показалось, что его кто-то душит. Мы тогда подумали, что это все надумано, но сейчас я вообще в этом не уверен. Судя по этим звукам с АГФ, блин, здесь реально что-то не то. Я сейчас просто притворюсь, просто лягу, может быть получится что-то или на камеры заснять. Естественно, я не буду вырубать свет ни в одной из комнат, потому что это тупо страхово. Но если получится заснять что-то на камеру, это точно будет означать, что в этой квартире что-то не то. Я покажу Димону, блин, и мы просто или свалим отсюда, или я не знаю, что делать. Я думаю, стоит попробовать это сделать. Давайте пойдем в ту комнату. Ребят, рынок онлайн-продаж постоянно развивается. Сейчас гораздо проще осуществить покупку онлайн, не выходя из дома. Да даже если взять тот же известный Озон. Вы видели, какое огромное количество товаров на Озоне можно найти прямо сейчас? Да можно сказать то, что там вообще есть все.
А вы когда-нибудь задумывались, что за каждым товаром стоит какой-то человек? То есть это огромное миллионное количество разных магазинов, которыми управляют люди. Вы также сможете стать одним из тех, кто продает свой товар на Озоне. У нас есть друг, его зовут Денис. Он уже более 4 лет занимается продажами, добился огромных высот, и, ребят, на нашу с вами радость, он открыл обучение по продажам на Озоне. То есть прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании, вы сможете перейти на телеграм-канал совершенно бесплатно, ребят, полностью ознакомиться с этим бизнесом по продажам на Озоне. И это еще не все, ребят. Если вы полностью погрузитесь в этот процесс и захотите просто добиваться огромных высот, вы сможете всего лишь за 590 рублей купить его мини-курс по обучению, где он максимально подробно рассказывает, как полностью войти в этот бизнес, как сделать это максимально просто, как найти поставщиков, как сделать так, чтобы твои товары выбивались в топы, как правильно оформлять карточки. После пройденного курса от Дениса вы уже сможете сделать первые продажи, получить прибыль и получить огромное удовольствие. Ссылочка, ребят, будет в описании. Переходите по ссылочке в описании на телеграм-канал с обучением по продажам на Озоне. Ребят, очень страхово. Я рискнул и выключил свет в этой комнате для чистоты эксперимента. Понимаю, как это звучит, Диман бы точно это не одобрил, то, что я сейчас делаю. Но я думаю, что я в принципе в безопасности, потому что, по сути, кроме вот этих страшных звуков, в квартире, ну, в принципе, ничего не происходит. Какие-то движения легкие, вот типа тряпок и так далее. Но прямой угрозы нет. Я думаю, что сейчас, если я продержусь какое-то время, может быть, что-то на камеру попадет. И я думаю, что стоит попробовать, чтобы точно знать, и не ездить сюда просто каждую ночь в эту квартиру. Диман, ты здесь? Вы как выбрались-то? Короче, ребят, есть проблемы. Я уже не знаю, сколько долблюсь так в дверь, и Тёмыч не открывает. Я не понимаю, что за хрень. Он же должен был открыть. Так, держу себя в руках, держу себя в руках. Давай, пожалуйста. Вообще ноль эмоций. Никакой реакции на звонок и на мое стучание. Ну давай, возьми уже. Нахрена я вообще уехала? Номер не отвечает. Оставьте сообщение на автоответчик. Как жопой чувствовал то, что не надо. Ну ничего же не происходило в доме.
Тёмыч. Что здесь за херня просто произошла, я не понимаю. Это еще хорошо, что меня ничего душить не начало, как Санька. До сих пор, блин, трясет. Ты чего не отвечаешь ни на звонок, ни двери не открываешь? Нет, телефон просто в зале оставил. А ты чё? Ты звонил? Ты чё мокрый? Короче, здесь вообще трэш происходит. Нахрена я тебя оставил? Чё произошло? В принципе, расскажи. Подожди, в принципе, ничего страшного не произошло. Я просто записал, прогу поставился, я решил до твоего прихода записать пару секунд. Просто записал там меньше... коммуникацию сделал? Да, но там меньше минуты прям получилось. И потом я обработал и послушал. Там реально дичь тьма. И чё, ты что-нибудь услышал? Там сперва был голос как у Сани, вот в его аудиозаписи. А потом это все переросло в какой-то другой, более такой страшный звук. Давай я сейчас возьму эту большую камеру. Жесть, как я за тебя перепугался, ты бы только знала, честно. Я так подумал, что нам типа мотаться сюда изо дня в день. И решил... И ночь уже, если честно, все проходит, ну. Да, и решил просто-напросто взять и попробовать провести эксперимент, типа, знаешь, вот как Саня, помнишь, тогда ложился спать, и он сказал, что его во сне душили. Ну да, он и говорил то, что это самая жесть, типа, то, что с ним произошло. Ну вот я лег просто сюда. И думал, что мы же тогда с тобой не оставались здесь на ночь. Ну, я имею в виду вот так вот засыпая, типа. И я сейчас решил повторить этот момент. Я лег, и меня, короче, кимарнуло со временем. Ну, тупо что-то начало в сон клонить. Я и в телефоне торчал и так далее, в общем. И потом почувствовал, что по мне что-то ползет. Я сперва, ну, как бы спросонья, я подумал, что ты пришел, наверное, и что-то там или меня будешь, или еще что-то. И, короче, я когда глаза открыл, увидел крыс. Вот их. И я сейчас их сюда уже вернул быстро, обратно, закинул. Но сама суть то, что, прикинь, как я труханул. Типа, они сидели в клетке и как-то оказались у меня на кровати. Как такое вообще? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Но здесь реально что-то странное. То есть, ну, понятное дело, что, ну да, они могут, в принципе, выбраться, но клетка была закрыта. То есть... Ну, это странно. А они на кровать-то вообще залезут, если я не знаю. Специально, если выпустить сейчас крысу. Может, попробуем как эксперимент? Да в чем смысл? Ну как, я не знаю. Может, если только вот по этому, по покрывалу она заползла. Может быть, но две сразу, и они поднялись ко мне. Типа, я не знаю, Диман. Я сейчас просто тебя слушаю, у меня сердце хреначит из-за того, что я просто все уже успел напридумать за момент, пока я стоял в этом коридоре. Да я понимаю, Диман, но извини, ты прям постучал, по сути, в тот момент, когда я... Какой в тот момент? Я стучал минут 5, наверное. Не, я имею в виду в тот момент, когда именно я вот без телефона остался, я пошел туда просто умыться, у меня тоже, ну, я труханул, честно, испугался. И что тогда за чертовщина вообще в этом доме происходит? Не знаю, но здесь явно... То есть, блин, Диман, эта квартира непростая. То есть, как нам писали в комментариях тогда, что здесь что-то странное, здесь действительно есть что-то странное. Я думаю, надо оставаться до конца, сейчас уже, ну, можно сказать, больше, чем половина ночи прошло. Оставаться, смотреть, что здесь, и если еще что-то будет, будем думать. Давай сейчас по камерам посмотрим. И запись дашь мне прослушать? Конечно. Я тебе дам и запись прослушать, и сейчас еще посмотрим запись вот с этой главной камеры, которую я ставил вот на штативе, по сути, у себя, у изголовья, чтобы она меня снимала. И... кстати, видно будет, как крысы на тебя пришли. Да. Может, у них есть какая-то все-таки лазейка, но погоди. Да блин, какая у них лазейка? Я не знаю. Далеко у вас на секунду. Посмотри со всех сторон. Может, правда, у них еще какой-то дополнительный выход?
Да нету тут ничего. Да какой выход, Диман? Ну, нам бы Санек, наверняка сказал бы, что крысы могут выбираться как-то из клетки. Ну, вряд ли, нет. Это все, я тебе говорю, очень странно. Ну, подожди, ты просто думаешь о крысах, но по сути ты просто вот пытаешься найти какое-то оправдание этой ситуации, потому что ты еще не слышал вот эту запись ЭГФ. Когда ты ее услышишь, ты все поймешь. Но ты ее точно правильно обработал, как и нужно? Да, да. Ладно, давай, наверное, запись послушаю и будем камеру чекать. Да. Мы ее, конечно, еще, наверное, загрузим в телегу или в бусти, эту запись, чтобы ребята могли прям основательно послушать тоже. Может быть, у них какие-то мысли будут. Да, ребята. Ну, а так вообще. Все, ссылочки на все, на Телеграм, на Бусти будут в описании. Переходите. Мы там всегда выгружаем для вас самое интересное, даже то, что не входит в ролик. И часто вы узнаете именно в Телеграме и в Бусти, куда мы дальше направляемся, какие у нас планы и вообще, что нас будет ждать в ближайшее время. Поэтому переходите по ссылочкам в описании. Там очень круто, уютно и по-теплому. Мы с вами там общаемся, классно проводим время. Звуки транскоммуникации действительно пробирают до дрожи. И, конечно, мы хотим дать вам возможность прослушать этот аудиоматериал непосредственно вами. Быть может, вам удастся найти в этой записи что-то новое. Этот файл мы выложим в нашем бусте, ссылку на который оставляем в описании. Там же вы увидите дополнительные видеоматериалы из нашего ролика, например, жуткую находку на кухне и попытки понять, что же произошло с упавшей куклой на самом деле. Ну даже если вот так вот ее посадить, но она не будет перевешивать. А еще там же вы увидите наш новый компьютер, который мы приобрели для более комфортного и скоростного монтажа. В общем, это только малая часть дополнительного контента с Бусти. Будь к нам ближе и смотри новый контент на Бусти ежедневно. Ссылка в описании. Ну ты согласен, что это страхово? Я уже не знаю, сколько раз переслушиваю. Ну типа мы такого раньше не слышали. На чё вот это похоже? Я не понимаю. Это просто какие-то помехи или это что-то потустороннее? Я, честно, вообще здесь как какой-то смех, что ли, слышу. Послушай еще раз. А не кашель? Смех? А какой смех? Женский, мужской, детский? Что это вообще? Какой-то детский смех, будто бы. Я не знаю, слушай, я вообще не знаю. Тут столько всего непонятного. Когда мы первый раз здесь оказались, до комментариев, до того, что Санек нам снова позвонил, я вообще думал, что реально здесь полный бред и никакой мистики здесь вот и я нету, о том. и вообще не пахнет. Сейчас-то вдвоем еще нормально. Я когда один вот первый раз включил, мне хватило только, один раз прослушать эту запись, и я просто ушел из той комнаты, где я записывал ее. Потому что это сложно, это страшно. Это реально страшно. Это страшно. Я вообще, когда уезжал, если честно, вот сейчас помогать нашему другу, я не думал, что вообще здесь что-то будет. Я тоже, Диман. Более того, я тоже. Кстати, я сейчас еще про один комментарий вспомнил. Следы, кто-то писал, есть следы какие-то на стекле. А погоди, камера уловила что-то. Так не лучше? Вот ладонь вижу. Вот, да. Вот пальцы. И вот ладошка прям. Вот здесь прорисуй. Смотри, реально. Диман, вот. Слушай, он не один. Где? Ты еще не знаю как. Где? Вот. Я не вижу. Повыше, чуть-чуть. Вот тут вот. Погоди, давай попробуй свет выключить, может быть, будет лучше. Давай. Смотри. О, отлично видно. Смотри. Ух, ё-моё. А это не мог сам владелец квартиры все изляпать? Это было бы странно, конечно. Это странно, оно, конечно, немного пыльновато, но... Да, видно разводы. А смотри, как странно, иди сюда. Я не знаю, передаст камера или нет, но следы как будто бы в стекле.
Я не знаю. Кого-то внутри стекла. Ну ты видишь? Слушай, а я не пойму. Вот как у человека есть отпечатки такие, знаешь, типа капилляры, вот эти вот все. Или что-то непонятно. А, я понял, о чем ты. Или они гладкие, типа, понимаешь? Есть. Ты видишь? Я вижу прям полосочки такие мелкие. Я не очень что-то понимаю. Больше как ребристое что-то. Блин, ребят, какие вы молодцы, то, что замечаете такие вещи. Я бы вообще на всей этой суматохе, суете, которая здесь происходит, вообще этого не видел. Погоди, а там же... А, да, там же писали, да? Ты про этот комментарий. То, что писали, что на стекле что-то были отпечатки. Ну да. Включи свет, пожалуйста, Тёмыч. Теперь после этой записи мне немного жутко сейчас. А ты думаешь, их так много и было? Они не могли часть из них появиться в тот момент, когда я заснул? Ты не... Как ты думаешь? Я потому что, честно, мы вот комменты почитали, но мы не разглядывали зеркало в прошлую ночь, вот в прошлый приезд наш, так подробно. Не думали даже о нем. Этот свет-то ребята заметили. Ты думаешь, реально то, что сегодня могла появиться еще? Я думаю, что могли появиться, да. Не знаю, это жесть тогда вообще. Это жесть вообще тогда. Я не знаю, как вообще что и думать. Короче, Диман. Я вообще с другим сюда настроением ехал в эту квартиру. Я тоже, но в этой квартире реально что-то происходит. Есть вещи, которые реально мы можем объяснить. Да. Но наподобие даже крысы, я все равно к тому склоняюсь, то, что, ну, какая-нибудь лазейка, это, блин, крысы, они везде могут пролезть и как-то забраться. Но эту запись как-то аргументировать я не могу. То, что ты записал. Тем более ты записал. Ладно, там кто-то еще можно как-то объяснить, то, что как-то не так выкрутилось. Да, я ее своими руками обработал. Да, убрал вот все хрен шумы, поднял высокие частоты, и, ну, ты видишь, что получилось. В общем, ребят, прямо сейчас не поленитесь, пожалуйста. Нужны ваши снова советы, ваше внимание. Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, что вы думаете вообще касаемо этой квартиры и всего, что здесь происходит. Потому что вопросов огромное количество, как-то с этим нужно разобраться или просто забить на это. И Саньку реально, как он сказал, просто продать квартиру. Хотя другие люди тогда тоже из-за этого страдали. В общем, не знаю. Я не знаю. Серьезно, напишите прямо сейчас в комментариях, вы нам этим очень сильно поможете. Да. И я уверен, что вы очень внимательно смотрели ролик. Мы это постоянно видим по вашему удержанию, по вашей активности. И поэтому, если вы что-то заметили, как всегда, то обязательно также напишите об этом в комментариях, потому что вы не один раз нас уже выручали. И я уверен, снова нас также выручите прямо сейчас в комментариях под этим роликом. Ну а мы что, Диман, наверное, будем готовиться к отъезду, потому что уже 4:47. Ну, сейчас светать скоро начнет. То есть, по сути, ребят, вот сколько времени прошло, пока Диман слушал эту аудиозапись, вот пока с его приезда, в общем, от камеры, ничего не происходит. Ничего. Как будто бы ближе к рассвету все вот это вот затихает, все, что здесь происходит. Даже понимаешь, насколько все парадоксально? Даже окно с трещиной, в котором мы были настолько уверены, даже тут не получилось. Оно реально двухстеклопакетное, и только одно из них треснуто. Даже в этом сходится то, что реально какая-то хренотень, и свечи, которые до этого были задуты, задулись не от ветра. То есть ты думаешь, свечи тоже не просто какой-то случайный случай? Вообще все не случайно здесь. Ладно, ребят, наверное, будем с вами прощаться, читать ваши комменты. До новых встреч. Увидимся. Пока.